Доброго дня всем. Решил записать вам следующий ролик. Сегодня мы приехали в Бауцентр. Вот видно за моей спиной. Значит, этот ролик будет такой. Мы с гипсокартона соберем конструкцию и загидроизолируем ее правильно. Все углы примыканий загидроизолируем и постелим плитку. Такой импровизированный угол соберем. Далее мы сейчас пойдем купим гипсокартон, шурупы. Все, что нам нужно для сборки угла. И будем собирать. Все это увидите, как я и говорю, на экране. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии, кому заходят такие видосы. Решил для вас мозаику купить. Чтоб финишку уже, наверное, вот такую купим. Вот такого плана. Я не знаю, цвет камеры будет передавать. А так мозаик много. Несколько листов купим и затирку еще к ней. Может красную? Ну, там видно будет. Едем, запрофиляем и лентой. Все, у нас куплена лента вот такого плана. Я не знаю, видно. Далее ближе покажу затирку. Шурупы. Затирка. Картон 3 листа на всякий случай и профиль. Я вам покажу, как проклеивать правильно швы. Нанесем нашу гидроизоляцию в 2 слоя. Все это высохнет и под финиш приклеим вот такую вот мозаику. Покажу, вот у меня камера сверху еще есть. Такая стеклянная мозаичка. Как-то так, как я говорю. Этот ролик будет более информативный, потому как мы все сделаем правильно. Не просто там на блок намажем. Те у нас ролики были, мы смотрели укрываемость, как держится плитка, какой сухой остаток. Этот мы будем наклеивать ленту по большей части. Правильно гидроизолировать шов примыкания. И под финиш, как я говорю, постелим плитку. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, как говорится, пишите комментарии. А я буду собирать для вас этот угол. Наша задача собрать стенд, прикрепить картон и все это загидроизолировать. Все. Далее я вам, может, скорее всего, в ускоренной съемке все покажу, чтобы ролик не растянуть на полчаса. Где-то буду останавливать, какие-то комментарии делать, но в основном это все будет быстро. Вы все в любом случае увидите, потому что все важные процессы мы будем снимать близко, с близкого расстояния и все показывать вам. Построил я хлипенько, но построил. Гипсокартоновый, значит, уголок такой, как и обещал. Сейчас мы будем грунтовать. Любая поверхность должна быть обеспылена и прогрунтована. И завтра нанесем первый слой нашей гидроизоляции для ванных комнат. Я не стал показывать сам процесс. Он занял довольно-таки много времени. Это видео просто получилось бы час, никто не стал бы смотреть. Поэтому не стал я ни в ускоренной, ни в какой съемке. Я думаю, и так понятно. Вот у вас гипсокартоновая комната, грубо говоря, пол, стены. Сейчас прогрунтуем и завтра уже снимем аккуратночко первый слой. Приклеим ленту на него. И все, как говорится, в таком духе. Поверхность прогрунтована, значит... Пусть высыхает. Завтра мы придем, будем наносить первый слой. И нашу ленту, вот такую для гидроизоляции, для примыканий, мы тоже проклеим. В общем, оставляем наш экспериментальный угол до завтра. Пока она сохнет, я вам еще раз говорю, не забывайте наши соцсети. ВК, Телеграм. И подписывайтесь на наш канал на Ютубе, также на Рутубе, на Дзене, на ВК видео. Вроде все. Ждем, когда высохнет. Подсохла наша грунтовка. Я приготовил здесь раствор. Ближе покажу. Это обычный клей. Можете видеть на экране шов.
точнее щель между картоном этим и этим. Так всегда бывает, бывают еще и вот такие щели. Поэтому, как я вам из ролика в ролик говорю, поверхность нужно подготавливать. Поэтому сейчас мы этим займемся. Мы прошпаклюем все шурупы, все примыкания, дадим высохнуть и будем наносить первый слой гидроизоляции эластичной нашей. Ну, соответственно, с проклеиванием тех же швов примыканий. Как говорится, все дальше вы увидите ближе на экране. Давайте заделывать швы. Подсох наш клей в швах ранее, которые зачеканили, все дырки эти, отверстия. Значит, сейчас будем ленту клеить и наносить первый слой гидроизоляции. Лента вот такого плана. Она армированная, стекловолоконная. Она будет накладываться у нас в угол вот так. Я уже отмерил, дабы ролик не растягивать, потому что ролик получается всегда долгий. Вот такая лента. Шпателя пригодятся. Соответственно, гидроизоляция. Перемешаем. Перемешали материал. Мешалка нам не понадобится. Кистью наносить угол вот так вот. Где-то сантиметра по 2 с каждой стороны. Для того, чтобы приклеить ленту. Мы все это дело нанесем. И приклеим нашу ленту. Зафиксируем ее шпателем. И все, как говорится. И далее будем наносить первый слой. Я постараюсь долго не растягивать, но тем не менее. Получится, наверное, ролик все-таки минут на 25. Вот лента. Надрезал угол, но дело в том, что продаются еще углы отдельно. Я почему-то не купил, я не знаю почему. Но я знаю, что они продаются в магазинах. Уже готовые углы, чтобы вот так, как я сейчас, не париться. Уже готовым углом бы мы вышли с вами. А так мне придется эту ленту укладывать шпателями тут. То есть расправлять угол получается. Поэтому сейчас материалы все делают очень хорошо. Думают о конечных потребителях. То есть, что вы будете мучиться, чтобы вы не мучились. Продаются эти готовые углы уже. Вот, в принципе, и все. Частично лента у нас приклеена. Сейчас я еще подработаю низ. И можно будет дальше гидроизолировать всю поверхность. Приклеил я ленту. Теперь мы, значит, просто наносим гидроизоляцию. Аккуратно. Первый слой, как я и говорил ранее в роликах, это слой, который обмазочный. Не то, что обмазочный, он как грунтующий. В любой гидроизоляции как грунтующий. Вы просто его наносите. А вторым, ну, по гипсокартону лучше, чем по блоку. Он укрываемость имеет неплохую. Поэтому, значит, будет и слой потолще, и расход поменьше. Подсох наш первый слой гидроизоляции эластичной для ванных комнат. Вертикальный угол тоже сделал я. Честно говоря, забыл. Загидроизолировал, отошел, думаю, что не хватает. И доклеил вертикальный угол. То есть все швы примыкания у нас проклеены. Сейчас мы будем наносить второй слой, а я думаю, завтра уже будем клеить плитку-мозаику. Ранее я вам показывал. Пока мы будем наносить второй слой, вы не забывайте подписаться на наш канал. YouTube, Рутуб и по списку. ВК, Дзен,
Пока что так. Самое главное, наши соцсети. ВК и Telegram. Ну что, давайте приступать к нанесению второго слоя. Как я всегда говорю, ближе я покажу. Нужно сюда гидроизоляцию перемешивать. Вообще любой материал нужно тщательно перемешивать. Подсох наш слой, и сейчас будем наносить второй. Вот этот слой должен уже быть финишным, поэтому его можно чуть пожирнее, но тоже не борщите, не как шпаклюете, просто чуть пожирнее. Тщательно примыкание тоже проходите, и все. Ничего здесь сложного нет. Эту гидроизоляцию может любой нанести у себя дома. Она уже готовая. Перемешали, как я, и вперед, как говорится, и с песнями. Подсохла наша гидроизоляция, второй слой. Подготовил я клей, мозаику распечатал. Чуть-чуть крестиков вдруг пригодятся. В общем, все инструменты для того, чтобы мы сегодня с вами наклеили мозаику, значит, на пол и стены частично. Далее, как я и говорю, вы все увидите. Кто, конечно, досмотрит до этого момента, потому что ролик получается длинный. Коротким его сделать не удалось. Как я и говорю, давайте приступать к работе. Далее вы все увидите на экране. Ну что, приступим. Значит, я заранее положил все это дело. Такой у нас шпателек. Я плиточник не профессиональный, поэтому буду, может, какие-то действия делать не очень точно и четко. Но тем не менее, нам нужно проклеить мозаику, чтоб с нее не вылезло лишнего. Таким нехитрым способом, как я говорю, кладем ее. Подсохла наша плитка. Сейчас я вот приготовил инструмент. Будем затирать вот такой затиркой. Обычной дешевой затиркой. Вообще желательно эпоксидной затирать. Так как она потом не плеснеет, не чернеет. Она дорогая. И расход по мозаике намного больше, чем по обычной плитке. Там швов соответственно меньше. Давайте затрем ее. И завтра уже будет финиш. А пока мы затираем, подписывайтесь на канал, Рутуб, Ютуб, Дзен, ВК-видео. Везде мы представлены, я вам всегда это из ролика в ролик говорю. И не забывайте наши соцсети, ВК, Телеграм. Затираем. Вот такой импровизированный у нас затирочный инструмент сегодня будет. Я просто это накидаю, чтобы можно было растереть ее хорошенько. Вам заодно, пока будем затирать, скажу, что из опыта моего небольшого затирки уходит много именно на мозаику. Она, во-первых, толстая, она толще, чем обычная керамическая плитка. Намного толще. И швов больше. Поэтому получается, что вот такого вот баночки нам, скорее всего, не хватит затереть всю эту плитку. Таких, наверное, штуки 3-4 придется завести. Но тем не менее, мы все затрем. И обязательно надо быстро, чтобы она не успела высохнуть, помыть эту мозаику. Подсохла наша затирка. Ближе вы увидите на экране. Закончился этот этап. У нас все вы увидели. Я обращаюсь к тем зрителям, которые досмотрели этот ролик до конца, к тем редким зрителям. Спасибо вам огромное, что смотрите нас. Поставьте лайк, напишите комментарий. Если соберем достаточное количество лайков, комментариев, то мы можем продолжить этот же угол, сделать бассейн, доложить мозаику
налить воды и, не знаю, купить какую-нибудь подводную лодку, пусть плавает. Это так, в мыслях. Значит, что хотел я этим показать вам. Как проклеивать ленту. Вот лента. Как гидроизолировать полностью угол. Ну, на примере вот этого угла. Это разрез, грубо говоря, вашей ванной комнаты, душевого поддона. Все поэтапно вы увидели. Постелили мозаику, затерли ее. Вот и все. Я считаю, это полное видео. Коротким оно не получилось, так как 6-7 дней работы по чуть-чуть. Один этап подсох, второй, третий. Но тем не менее, мы этот ролик сделали. Еще раз вам покажу гидроизоляцию для ванных комнат, душевых поддонов. По цене, качеству хорошая гидроизоляция. Ссылка будет в описании на Озон. Можете ее на Озоне взять. В принципе, все. Я с вами прощаюсь. До следующего видео.